Всем привет, с вами Кэцунеко. Давненько у меня не было на канале видосиков по ретро-тематике. И вот сегодня я исправляюсь. Смотрите, я тут прибарахлился немножко, мне пришли посылочки, 3 штучки, я их ждал. А эти я не выдержал, в общем, раскрыл. Ну и давайте начнем, собственно, с открытых. А вот эта вот штука, это сплиттер HDMI, то есть на входе 1, а на выходе 2 штуки. Это я взял для чего? Для того, чтобы записывать видосики с PlayStation 3. Если вы напрямую подключите к карте захвата, то у вас сигнал не будет записываться, потому что на Sony 3 идет защита. С помощью этого сплиттера можно эту защиту обойти. Сколько стоит данный девайс, я укажу. Заказывал я на AliExpress. Дальше у нас идет SCART to HDMI Scaler Convector. Вот такая вот приблуда, сейчас покажу. Откроем. Вот так это выглядит. То есть вставляется SCART, а на выходе HDMI. Здесь имеется выбор 1080p и 720p. Дополнительное питание 5 вольт. Я когда это все это дело включил, у меня оно как бахнуло, блок питания, короче, при транспортировке там что-то, видать, кукушка стряхнулась, меня замкнуло. Хату я обесточил. Вот, да. Кстати, для чего он мне нужен? Он нужен для записи видео с моей SNES. То есть у меня для нее SCART, я сюда втыкаю, а выход на HDMI-ку. А устройством для захвата видео я буду записывать чисто через HDMI, потому что других у этого устройства, которое я заказал, к сожалению, нету. Далее у нас переходничок универсальный. Имеется S-Video и RCA, обычный, как он, композитный, да, колокольчик называется. Аудио, лево-право канал, видео. И классная штука в переключении есть input, output. То есть можно сюда, допустим, SCART воткнули, да, и выход по вот этим RCA или S-Video, или наоборот воткнули по RCA, а выход уже у вас идет на SCART. Классная универсальная штучка, я протестировал, все работает, классно. Кстати, момент, когда я подключал SNES-овский SCART кабелек, вот с этой штукой он не работал. То есть я включал сюда SCART от SNES, сюда выход на HDMI. Он у меня почему-то не работал, хотя по документации, сейчас вам покажу, в 5 пункте указано входной сигнал PAL NTSC, что-то 3058 NTSC, ну, в смысле NTCC, NTCC 4, ну, вы видите, да? Различный регион. Моя SNES японского региона, по идее, должно все поддерживаться, но нифига не поддерживается. Пробовал другое устройство. Другое устройство у меня паловское выдает изображение. Оно конвертируется вот этой штукой нормально. Я еще не пробовал сочетать вот это с этим. То есть сюда я, допустим, втыкаю SNES-ку саму. Эту штуку я втыкаю сюда. А отсюда на HDMI. То есть вот такая система идет. SNES сюда. Выход на SCART, то есть через эту херню попробовать, выводит ли через HDMI-ку мою SNES. Но пока я не знаю почему. Кабель же там какой-то навороченный, там поляк мне его паял, чего он там напаял, хрен его знает. Может быть, чего-то оттуда надо из кабеля из этого брать, чтобы это все работало с этим устройством. А так, получается, я не смогу захватить изображение со SNES-ки. Очень жаль. Может быть, у кого-то есть какие-то соображения, подсказывайте. Далее у меня имеется вот такая вот штучечка. Что это за устройство? Сейчас мы достанем, я вам покажу. В общем, это такая штука. Наверх вставляем картридж SNES, а эта часть вставляется в Famicom. То есть SNES-овские картриджи можно запускать на Famicom. Вот здесь показано перед NES, передней картинкой. То есть у нас что получается? Мы вот так втыкаем в SNES-ку, ой, в Famicom, вот так вот. А картинка у нас получается от нас лицом стоит, что очень печально.
Сделал мне этот переходничок человек с ВКонтакте. Я оставлю его на координаты под видео в описании. Ну и, может, сюда куда-то вставлю. Стоит все чудо 500 рублев без доставки. Далее идет следующий девайс от этого же человека. Посоветовал мне кластер. Я к нему, этому чуваку, обратился. Тоже оставлю. Ну, то же самое. В той же группе. Точнее, не в группе. Ну, когда в группе. В Ивоне. Я заказал. Это у нас идет переходник. То есть, ну да, устройство для подключения джойстиков от приставки Dendy и Sega к персональному компьютеру. То есть вот у нас шнурок для соединения с ПК, а сюда сеговский джойстик. Но прикол в том, что можно сюда воткнуть и дендиевский джойстик. Скольки он там, 5-пиновый, по-моему, что ли, тут 15-пиновый. Если не ошибаюсь, то так. В общем, можно либо сюда дендиевский. И то есть дублируются два, первый и второй порт. Все работает, все отлично, я проверял. Только у меня, к сожалению, дендиевских джойстиков нету. Вы как видели, у меня имеется Super и Famicom, они джойстики встроены, без штекеров. Проверял только сеговские. Далее у нас идет самое интересное, это вскрытие посылочков. Вот я специально ждал, мне сначала пришли две вот эти, вот это и нижняя. А недавно, то бишь сегодня с утреца, я получил вот эту нижнюю. Пришла она мне с Японии, заказывал я на eBay. Человека звать Якура Аичи. Вот здесь. Кстати, по трек-номеру я смотрел, пришла из Токио. Тут даже вот можете посмотреть почтовый индекс и его номер телефона. Хотя здесь что-то написано и Trade Нагойя. Ну, хрен его знает. Здесь указана Япония. Не палить, чтобы вам интереснее было. Ну и давайте вскроем ее, поглядим, что внутри. Сейчас я вот эти уберу посылки. Достаем супер-пупер ножик, мой любимый. И приступаем. Я тут присел, не вижу, что там творится с... как им называют-то? С фокусом. Это резкие движения делаю, так что, наверное, будет мне интересно. Конечно же, для безопасности одеваем колпачок на ножик. Чпунькс. Так, достаем пакетик в сторону. Кстати, да, я забыл вам кое-что показать. Все устройства стоят 27 и 47 австралийских баксов. Это примерно 1263 рубля. Доставка бесплатная. Вот. Что мы тут видим? eBay Shop. Тут какой-то QR-код. Ну и контактная информация тут внизу продавца. Типа спасибо за покупку, все дела. Открываем. Что там опять, что ли, кто-то посверлить решил, блин. Ишаки беременные. Да-да-да-да. Вот он, вот он. Ясь здоровенный. Понимаете, что это за девайс? Ну, к сожалению, прозрачные. Мне не особо такие прозрачные штучки нравятся, вещи. Здесь видно, нет, написано сделано в Китае. Чуть выше Imagineer ProPad. В общем, это джойстик, джойпад, кому как нравится, с кнопочками дополнительными. Она как-то плавно отходит, надо будет почистить. Вот это тоже кнопки. Для джойстик для Super Nintendo. Или как в моем случае Super Famicom.
Отложим пока в сторонку. А следующая посылка мне пришла из Великобритании. Вот здесь можно заметить в уголку United Kingdom. Независимое королевство, кому как удобнее. Стоит данный девайс, как у них там марки какие-то, хрен его знаю, GBP, 8,99, то есть 9, примерно 752 рубля. И доставка 9,95, это примерно 833 рублика. Даже пишется, оплачивал я PayPal, также eBay, дата оплаты 02. Пришло быстро. Достаем оружие вскрытия и приступаем. Ну-ка, расчехляем. Ну, это положили, чтобы не болталось. Убираем коробочку и открываем дальше. Вскрывайте, подлюка такая. Терей. Ну, как вы можете заметить, это тоже джойпад Compassion Pro. Это типа турбо джойстик для Super Nintendo или Super Famicom. Здесь переключатели. Переключатели вот подписано, отключено, турбо и автомат. Автомат, это полагаю, он бесконечно фигачит. Тут slow режим какой-то есть. Ну и Select и Start. Также боковые кнопочки. Производитель Honeybee. Сделано в Китае. Джойстик я, конечно же, буду разбирать и чистить, все протирать, промывать. Предыдущий джойстик дисплеем, который был... кстати, дисплей тот... Короче, вот этот желтый джойстик, он имеет легкий аромат плесени, как тот японский вонючий карик Yoshi Island. Но у этого такой тонкий аромат. Может быть, я его смогу протереть, все смыть. Не знаю, стоит ли она вашего внимания. Отдал я за все про все 1379 рубликов с доставкой вместе. Посылка с сайта Chip and Dip. Отправитель Chip и Dip. Что это? Это у нас кабель, вилка, джек и 2 RC. Да, это 3,5 дюймовый джек на 2 RCI. Потом скажу для чего. Далее у нас идет керамический чип-конденсатор. Короче, кондеры. 30 штук их. Далее ионистая какая-то фигня. 5 вольт. Это знаете что? Это вот такие вот бочонки, типа там батарейки внутри. Знаете, для чего они мне нужны? Помните предыдущий обзор там посылки я вскрывал? Мне приходил с Японии джойстик для Super Famicom, для него моего. Тот джойстик запоминал нажатие кнопок. Но он долго их не запоминал, потому что почти в ноль убитая была вот эта вот батарейка. Я заказал 3 штуки, поменяю потом. А вот эта прикольная штука, это салазки для батарейки. То есть в сеговских картриджах есть слот для батарейки, то есть он не в виде слота, а вроде двух пластинок, точнее в виде двух пластинок, которые держат батарейку на точечной сварке. Мне когда пришел с Германии картридж D&D, в нем точная сварка отпала. И я там что-то паяльником ковырял, в общем там насрал, все сделал некрасиво, потом я его починю, подлечу, паяю вот одну из этих штук. Заказывал на Алиэкспрессе, они мне не пришли раза 2, наверное. По 50 рублей 10 штук заказывал 2 раза. У разных продавцов ни хрена мне не пришло. Тут пришло, все замечательно.
А вот это меня очень удивило. Я думал, диаметр будет иным. Это ферритовое кольцо. Количество 3 штучки. Вот они маленькие такие. Я не знаю, куда их девать буду, но это не то. Совсем не то, что я хотел. Следующий лот. Номер 404-8. 5 штук, короче, это кондеры. Догадываетесь, для чего уже нет? Это у нас гнезда 3,5 мм в количестве 3 штучки. С установкой на плату. Ну что, все еще не догадались? А если я вам покажу сопротивление в количестве 20 штук на 110 Ом? Есть мысли у кого? Тоже я собираюсь сделать-то. Это конденсаторы твердотельные на 560 пикофарад в количестве 5 штук. Дальше тоже, по-моему, сопротивление на 100... это резисторы на 300 Ом, 20 штук. Это тоже батарейка держателей для сеговских картриджей. Только совсем нового типа. Я просто взял тех и тех по 5 штук. Посмотрю, какие лучше. Держит батарейку и такие воткну. Ну а теперь фаталити. Добивание. Туду. Перечень всего того, что мне пришло. 1379 рублей. Можете нажать на паузу, посмотреть. Здесь и сумма, и количество, и доставка даже. Страховой сбор еще есть. Так и вот в конце я вам расскажу секрет, кто не догадался. Все вот это, всякие конденсаторы, тут вот эти вот штучки всякие непонятные. Я все-таки собрался делать авимод на мой Famicom. Я, короче, много читал, много смотрел. Выбрал для себя наиболее максимально подходящий вариант. С минимум ковыряний там всяких навесных схем. Сделаю все по фэншую. И у меня будет подключаться по аудио-видео вот этим мини-джеком. Будет вход. Вот в этот штекер будет втыкаться и будет АВшечка у меня на Famicom. В общем, пришлось снять дополнение. Смотрите, при разборе и чистке этого джойстика, это который с турбокнопками, с турборежимами, произошел небольшой казус. Как вы можете наблюдать, вот эта часть, она как бы шевелится. Здесь имеется шлейф. В общем, пока я все это чистил, шевелил, один проводок у меня отвалился. Пришлось его поменять. Это, что называется, номер раз. Номер два с этим джойстиком. Ну все, его нормально тоже разобрал, все почистил. Забыл дополнить. Здесь, когда чистил, резиночку на крестовине нафиг порвал. Фоточку вставлю, посмотрите. Продавец обещался прислать новую. С этим джойстиком у меня произошел следующий казус. Все так просто. Как вы видите, вот здесь болт стоит странный. Я все болты открутил. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Короче, у этого болта были сорваны грани, я его не мог открыть. Поэтому мне пришлось высверливать его. И при высверливании я чуть не прошел джойстик насквозь сверлом. Сначала пытался аккуратно, потом замучился. Это долгий себе процесс для меня был. И поднадавил. Чуть насквозь его не просверлил. Да ладно, все работает. Без этого болта у меня плохо работал дисплей. То есть не полностью отображались данные на нем. Сейчас все окей. Кстати, по поводу длины проводов, что у этого джойстика с дисплеем, что у этого 2 с лишним метра. Это очень радует. В отличие вот от этого Konami контроллера, Command контроллер, у него вообще там буквально сантиметров 60 всего лишь длина провода. Так что эти джойстики крутые. Но у них короче, собраны они как-то замудренно. Тут все намного проще, элементарнее, чем
от всяких хони-би. И вот это пришлось помучиться, чтобы их разобрать. Не особо удобно. Здесь, чтобы крышку закрыть, попадать тоже плохо, потому что тут шифты боковые. Интересно установлены вот на эти штырьки, в которые нужно все это дело попадать. Тут провода все слишком рядом. В общем, мне не понравилась сборка. Особенно вот этот вот шлейф. Тут раз день точно не мой был. Помимо всех этих казусов, которые случились с джойстиками при их мытье и разборке, я решил поменять батарейка-держатель, как помните. Я вот тут показывал недавно, так сказать, на сеговском картридже. Сейчас я вам покажу фотку, что было, что сейчас стало. Вуаля. Мне пришлось тупо проволочками все это дело подпаять. Почему? Спросите вы. Да потому что когда я впаял сюда батарейка-держатель, как вы видели, я заказывал их двух типов. Корпус тупо не закрывался. Она сильно выпирала. Выпирал от платы. Получалось сильно высоко. И крышка просто не закрывалась от картриджа. Такие вот дела. Ну и напоследок хотелось бы показать, вот пришло мне дополнение, вот этот шнурок. Фишка этого переходника заключается в том, что он дает по аудио левый-правый канал. И, к примеру, я когда подключаю сюда Сегу, ну, по RCI подключению, то есть колокольчиками, да, тюльпанами, и выхожу на SCART, то есть у меня идет переходник с тюльпанов на SCART. А у Сеги у меня проводулина с одним аудиовыходом. Поэтому звук идет только по одному каналу. Либо по левому, либо по правому. И получается мне с телевизора, к примеру, с правой стороны только идет звук. Для этого я заказал вот такую вот штуку. Она включается сюда. Сюда подается аудиосигнал. То есть тупо просто один канал дублируется на два. Вот и все. И тут неожиданно еще одна посылочка. Также с eBay. Я забыл указать комиссию, которую берет PayPal. Ну, я вставлю текстом. Пришла мне эта штука в субботу. Сегодня понедельник, уже вечер. Я записываю. Пришла от товарища Цунг Личен из Тайваня. Это, по всей видимости, какая-то объявленная ценность. В чем, я не знаю, но явно не в долларах. Стоимость данной посылки примерно в рублях 11 843. На момент покупки стоило сие устройство $179. Сейчас уже что 185 стоит. Комиссию PayPal с меня взял 606 рублей. Здесь указана какая-то декларация, наверное, или что, хрен не знаю. 29 что-то долларов. Консумент. Компонент. Ну и здесь этот Личен. Сюда. Ну, я, как всегда, достаю свой супер-пупер ножик для анбоксинга. И мы приступаем. Где у нее перед, где зад, я не знаю. Чтоб ничего не повредить. Наверное, начнем отсюда. О, как оно у меня получилось-то.
Хач. Вуаля! Вот таким черезжопным способом я ее вскрыл. Ну, это же не все. Еще липучки. Пупырки. Как уже вы можете тут заметить, виднеется надпись Avermedia. Ай, момент. Та-дам! Что мы видим на коробке? Надпись Avermedia. Какая-то хренотень. Туплас. Live Game Portable. Plug and Play Game. Streaming Capture Box. Здесь вы можете наблюдать спецификацию, интерфейс USB 2.0. Plug and Play. Input HDMI 2.0. Output тоже 2.0. Аудиомикс какой-то идет, 4 поля, 3,5 мм. Проходное разрешение 4K 60 FPS. Максимальное, разрешение захвата 1080p 60 FPS. В общем, тут можете сами посмотреть. Кстати, здесь вот желтая лейба есть. Так, давайте вскроем. У меня мощные пальцы, так что я могу справиться и без джойстика. Без джойстика, без этого, без ножика. А то все нафиг отсвечивает. Здесь имеется желтый лейбл с предупреждением: пожалуйста, не используйте HDMI сплиттер и байпас для, копирования защищенного материала. То есть материал, который защищен от копирования, можно использовать HDMI сплиттер, который вы могли наблюдать ранее в этом видео. Поэтому я его и специально взял, так как данное устройство не записывает защищенный контент на PlayStation 3. Здесь смотрим на 4К. То есть штука такая идет. Это проходной режим 4К, то есть она записывает 1080p, но напрямую, если вы подключите через это устройство изображение, которое поддерживает 4К, вы будете наблюдать его на своем телевизоре, а записывать 1080p. А в других устройствах предыдущей модели, если вы на него подавали 4К, то вы по телевизору, на своем телевизоре, к примеру, или мониторе видели только 1080p. Такая штука. Здесь даже вот есть описание на русском языке, краткое, соответственно. Ну, давайте я не буду вас томить. Мы все-таки вскроем эту штуку, коробочку, и посмотрим, что в ней внутри. Ох, так что тяжело вытаскивалось. Здесь более ничего нету. Откладываем в сторонку. Ну а тут все девайс выглядит вот так. Имеется кнопка по центру. Далее два аудиоштекера, то есть вы можете записывать непосредственно на игровой чат с, к примеру, PlayStation 4, подключив аудиокабелем джойстик, один конец геймпад от PlayStation 4, второй сюда, и дополнительную гарнитуру. Либо микрофон можно подключить. Здесь настраивается громкость вот этих двух каналов, я так понял, с основным звуком, то есть громче, тише. Данный переключатель у нас идет ПК, соединение к персональному компьютеру, потом непосредственно пишется видео на microSD карточку и передача данных, то есть переключатель.
Ее можно использовать как стационарное устройство для захвата видео. Не обязательно подключение к персональному компьютеру. Ну а сзади у нас элементарно выход, вход, подключение к ПК и карта памяти. Все элементарно и просто. Смотрим дальше, что там имеется. Имеется Quick Guide, типа инструкция по быстрой настройке. Но там, собственно, ничего интересного нету. Вот я открыл русский язык, здесь комплектация указана. В Red Central программное обеспечение скачивается отдельно. Все указано, ссылка, QR-код. Здесь как устанавливается. Ну, ничего сложного нет. Все, здесь уже другой язык пошел. Эльспано, наверное, какой-то. Давайте стороночку уберем. Дальше мы видим комплектацию. Здесь у нас идет HDMI, USB и шнур к микрофончику. Точнее, к джойстику можно подключать. Как я говорил, один конец джойстик, второй конец само устройство. Здесь у нас позолоченный USB, такой тряпочной оплетки. Выглядит внушительно. Ну и HDMI провод коротенький почему-то. Хотя длинно не нужен, это же подключение к самому устройству, с которого вы будете захватывать, либо с ПК, это видеокарта идет, либо с PlayStation к самой приставке. Можно ставить рядышком. В общем, в чем прикол заключается в этого устройства, мне нравится. Она может записывать автономно. Не нужно подключение к компьютеру. Просто карту памяти воткнули, нажали кнопку записи. Все, понеслось. Когда на карте памяти места будет не хватать, индикация будет вам об этом сигнализировать. Ну а на этом все. С вами был Cats and Apple. Всем пока. Слышимся. Джане.